Зачем лить масло в мотор? Какое масло туда лить? Какой объем масла необходим для мотора? Об этом всем и многом другом вы узнаете в нашем сегодняшнем ролике. Привет, друзья! С вами снова Андрей. Последнее время вы опять часто задаете вопросы по поводу масла в моторе. Поэтому я решил обновить информацию по этому поводу, исходя из моего последнего, самого нового опыта. И поделиться всем этим с вами. Поэтому не теряем времени и помчали. Первый и самый базовый вопрос от вас, без которого невозможно все остальное: а можно ли лить масло в мотор? Отвечаю на этот вопрос: не просто можно, а нужно лить масло в мотор. И почему это нужно делать, мы рассмотрим с вами дальше в этом видео. Единственное, что это нужно делать с мозгами, грамотно и системно, чтобы результат был максимальным. Как я люблю говорить, каждый вложенный доллар должен отрабатывать на 3. Итак, зачем же нам лить масло в мотор? Масло в моторе выполняет несколько очень важных функций. Первая функция – это охлаждение двигателя. В первую очередь обмоток, потому что они греются первые, ну и, соответственно, статора и магнитов, в том числе через боковые крышки. Вторая важная функция масла в моторе – это защита от коррозии, допустим, во время таких явлений, как конденсат. То есть масло защищает все поверхности: статор, обмотки, магниты, другие детали двигателя от воздействия влаги. Ну и третья, не совсем очевидная функция масла в моторе – это дополнительная защита в плане гидроизоляции. То есть, не совсем достаточно того, что вы заизолируете мотор. То есть влага все равно каким-либо образом может туда попасть. То есть идеально загерметизировать мотор нельзя. Масло имеет меньшую плотность, и оно дренирует с мотора с большей или меньшей скоростью, и тем самым оттуда уже выдавливает воду, не конденсат уже, а воду, которая туда может попасть, допустим, при езде по луже или при езде в дождь. Теперь, в преддверии ответа на вопрос, какое масло лить в мотор, рассмотрим основные типовые масла, которые льются в мотор, их плюсы и их минусы. Начнем, пожалуй, с трансформаторного масла. Самая популярная марка – это Т-1500. Значит, чем характеризуется трансформаторное масло? Пожалуй, начнем с недостатков, их больше. Значит, первый недостаток – это очень большая ликвидность. То есть, как бы вы ни герметизировали мотор, как бы вы ни изощрялись, оно подорвет любой герметик, просочится через него и будет дренировать в ускоренном режиме. И это достаточно большая проблема, то есть масло быстро выходит из мотора, ляпает, капает, и это, скажем так, мало приятно. Второй недостаток – вонь от масла. Она может быть не очень сильная, где-то посерединке, но она присутствует. При нагреве масло воняет. Третий существенный недостаток – масло является гигроскопичным. То есть оно впитывает
влагу, насасывает на себя из окружающей среды и растворяет в себе. Впоследствии это служит для проводимости токов в моторе и замыкания, будь то либо силовых кабелей, проводов на обмотках, либо информационных датчиков холла и выходу мотора из строя. В промышленных установках на трансформаторах это масло раз в несколько месяцев сливается с трансформаторов, проходит специальные промышленные этапы дегидратизации, чтобы удалить из него влагу, очистки, восстановления, потом заливается в трансформатор заново. Причем трансформатор, он сам по себе является герметичным устройством, в отличие от мотора. То есть мотор по-любому тем или иным путем попадает в воздух, влага и так далее. В трансформаторах нет. Но все равно это масло проходит периодический этап осушки, очистки и дегидратизации. В бытовых условиях вы это сделать, конечно, не сможете. И, соответственно, это масло в моторе будет накапливать влагу, воду и гробить ваш мотор. Может быть не быстро, может быть не сильно, но тем не менее будет. Единственный плюс, наверное, этого масла — это то, что оно недорогое, но на фоне всех перечисленных минусов использовать его смысла нету. Я пробовал с ним работать, толку мало. Следующим популярным маслом, которое рекомендуют для залива в мотор, является индустриальное масло. Оно бывает разных марок, колеблется в диапазонах по вязкости от И5, продолжая И10, И20, И40 и И50. Опять же таки пройдемся по недостаткам, потому что их больше. Значит, гигроскопичности в этом масле нету, то есть влага в моторе задерживаться не будет. Но вонь от этого масла в 2 раза больше, чем от трансформаторного по мере его нагрева. И часто я заходил в магазин, идешь по супермаркету, от тебя воняет. Люди на тебя смотрят, самокат рядом с тобой воняет от самоката. И они не могут тебя понять, мягко говоря. Следующий недостаток этого масла – это нестабильный индекс вязкости. То есть в зависимости от температуры индекс вязкости резко меняется. То есть если, допустим, при температуре плюс 30 это масло, И20, самое ходовое, имеет индекс вязкости 20, то при температуре 100 градусов, соответственно, индекс вязкости у него уже может быть около 5 или даже 3 единиц. И, соответственно, оно становится более текучим и, опять же таки, подрывает герметик и дренирует намного быстрее, чем ему положено. Из плюсов также это небольшая стоимость, очень демократичная и народная, но этот фактор не перекрывает его минусов. И завершает нашу святую троицу силиконовое масло. Его порекомендовал мне мой хороший друг и товарищ Иван Закарпатье. Ванечка, спасибо тебе большое, благодарочка. Он работает с погружными насосами, и в этих насосах используется именно этот тип масла. То есть мотор, в насосе, который
ну не то чтобы как на лодке, да, вот по воде там, да, где-то там вода попала, вода не попала, он полностью погружен под воду, и этот мотор полностью заполнен маслом. И вот Ваня посоветовал это масло, я его попробовал и остался очень доволен. Значит, начнем опять же таки с недостатков. Недостаток всего один. Это его стоимость. То есть на фоне трансформаторного или индустриального масла оно где-то раз в 5 дороже. Ну, на минуточку. Но это все как бы мелочи жизни, да, и они перекрываются его плюсами. Плюсами силиконового масла. Значит, какие плюсы у него? Оно не гигроскопичное, оно не натягивает влагу, оно химически нейтральное, то есть оно никак не корродирует там обмотки, магниты, да, и так далее. У него плюс-минус стабильный индекс вязкости, то есть в зависимости от температуры вязкость масла остается постоянной, в отличие от, допустим, того же индустриального. То есть как ты его не грей, как бы, да, там 20 градусов, 50, 100, 150, как бы индекс вязкости стабилен. И в конце концов оно не воняет. То есть, когда у меня это масло в моторе, я захожу в магазин, я не чувствую себя как какой-то бомж. Вот. Масса преимуществ у этого масла. Я заказал себе 2 фракции, PMS-5 и PMS-20. Десятки я не нашел в продаже. Ну, я не знаю, честно говоря, нужна ли она. Потому что PMS-5, опять же таки, оно является очень ликвидным и подрывает герметик. А вот PMS-20, оно такое как бы оптимальное. То есть оно выполняет все свои функции и ничего не подрывает, сильно не дренирует, нормально себе функционирует в моторе. Возможно, десятка была бы тоже неплохая, но судя по работе PMS-5, я не советовал бы ее, то есть двадцатка оптимальная. Те, кто по интернету вам советуют лить PMS-50, это бред. Это очень будет густое масло. Оно не будет нормально циклировать в моторе, не будет выполнять функции охлаждения и будет тупо коксоваться на обмотках, приводя еще к большему их нагреву. То есть подниматься выше PMS-20 смысла нет. Поэтому отвечаем на второй вопрос, какое масло лить в мотор. Ну, на сегодняшний день я понял, что самый оптимальный вариант – это силиконовое масло. Я уже много перепробовал их разных. И вот этот вариант, он наиболее оптимальный. Ну и давайте теперь ответим с вами на следующий важный вопрос. Сколько же масла нужно лить в мотор? Значит, если вы нальете очень много масла, это будет гидротормоз при вращении. В свои времена я заливал мотор маслом полностью. Это был мотор с 4 магнитами, где-то 450 кубов масла я залил туда. Сопротивление мотора при езде было настолько большое, что просто сгорел контроллер. Но он не выдержал такой нагрузки постоянной. Если лить мало масла, не будет охлаждения. Да, будет защита от коррозии. Внутренние детали мотора покроются тоненькой пленочкой, аккуратненькой. Но не будет дренажа, не будет охлаждения. И вот золотая середина, она где-то посередине. Простите за тавтологию. Мой опыт показывает следующее. Значит, если мы берем самокатный мотор,
Ну, в принципе, и веломотор, у них диаметры статоров плюс-минус одинаковые, где-то в районе там 100, 110, 115 миллиметров, да, то объем заливаемого масла прямо пропорционален ширине магнитов. При ширине магнитов, допустим, 40 миллиметров, в мотор будет на старте достаточно залить 40 кубов масла. Это будет его оптимальный объем. Если у мотора магниты 75 миллиметров, можно лить 70 кубов масла. Для него это будет оптимальная середина. Между выполнением всех его функций как масла и до той точки, когда это масло в моторе не станет гидротормозом. Ну и в заключение ролика, наверное, отвечу на ваши популярные вопросы и предупрежу какие-то ваши страхи и сомнения по поводу залива масла в мотор. Значит, под залив масла обязательно делать полную герметизацию мотора. И платы холлов, и кабеля вводного, и крышек и так далее. Иначе все это масло просто нахер вытечет. А зачем оно вам нужно? Видео по герметизации мотора смотрите вот здесь вот. Далее. Правильно подбирайте герметик, которым вы будете работать. Дорогущий кафутер здесь никак не катит. Он сильно рыхлый, пористый. Через эти поры масло будет проходить, и он не очень крепкий. То есть где-то там зафиксировать конденсатор на плате, да, он подходит. Для этих задач нет. То есть силикон, герметик, он должен быть целостный, без пор, достаточно гибкий, чтобы выдерживать давление и устойчивый к маслу. Я тестировал много герметиков. Кажется, по-моему, я снимал даже ролик на эту тему. И кажется, он находится здесь. Посмотрите внимательно. Штук 10 разных я материалов перепробовал. Вот этот вот герметик, причем сравнительно недорогой, он оказался самым оптимальным. Не забывайте делать ревизионное отверстие во время герметизации мотора. Вот оно, вот это вот отверстие с нарезанной резьбой, с болтом, все как положено. Нельзя вот просто так залить один раз масло в мотор и забыть. Так не получится. Потому что масло дренирует. И в зависимости от скорости дренажа, по-любому раз в 2 недели, раз в месяц надо будет доливать 10 кубов масла, чтобы его объем в моторе был постоянным. Не бойтесь дренажа масла с мотора. Это не только естественное, но и даже необходимое явление. Вместе с дренажом выходит какая-то вода, да, которая могла попасть в мотор. Выходят какие-то отработки, переработки там масла, да, или трение, какая-то может быть микростружка. Это нужно. Поэтому не бойтесь этого. Да, масло выходит, да, оно попадает на маятник. Ну, если правильно мотор загерметизировали в каких-то сравнительно небольших количествах, да, оно тянет на себя пыль. Раз в неделю взяли там тряпку или туалетную бумагу, какую-то ветошь старую, протерли вот этот весь налет и ездите дальше. Это не страшно и не критично. Достаточно часто вы задаете вопросы про другие типы масел. Вот эти вот масла, да, тройка,
которую я озвучил в ролике, они являются химически нейтральными. Возможно, от них есть какие-то недостатки, да, какие-то неудобства, но однозначно они не разрушат ваш мотор. Они не разъедят обмотки, не повредят магниты и не убьют плату холлов вместе с холлами. Значит, однозначно нельзя лить моторное масло типа там ВД 5/30, потому что у него куча присадок в составе. Это химически агрессивное масло, рассчитанное специально для работы мотора, ДВС мотора. Для BLDC электродвигателя оно точно не годится, не рискуйте своим мотором. Особенно если это дорогой мотор. Ну, это как бы предыдущая ревизия. Скажем так, это кастом мотор, я его называю. Сейчас у меня супер мотор, он больше $400 стоит. Угробить этот мотор, ну, лично у меня абсолютно никакого желания нету. Значит, следующее масло, да, аналогичное, как бы, да, заместимое, про которое вы спрашиваете, это масло АТФ для коробки передач. Ну, скажем так, с учетом того, что в коробке передач есть проводка, это масло рассчитано, да, для работы с проводами, может быть оно и химически нейтральное. Может быть, и скорее всего. Но не совсем понятно, какой у него индекс вязкости у этого масла. Насколько он стабильный, насколько это масло вонючее. То есть, ну вот, честно сказать, я с ним не экспериментировал, по этому поводу я вам ответить ничего не могу. Люди говорят, что льют. Ну, я не знаю, как долго они его льют. То есть, у меня все моторы, в которые я заливал эти 3 типа масел, хотя трансформаторные и индустриальные оказались не очень удачными, но эти моторы до сих пор работают. Я их уже продал другим людям, и они с удовольствием на них ездят. Потому что у них нету ни ржавчины, ни окислов, ни налета, ничего такого. То есть моторы до сих пор функционируют. Значит, следующие популярные схемы пользователя усложнить самим себе жизнь. Ой, господи, как я вас всех люблю. Вот, хомячки вы мои ненаглядные. Это вывод расширительных бачков, сапунов и так далее с мотора. Но если вы используете неправильное масло, у которого нестабильный индекс вязкости, которое начинает кипеть, расширяться, пузырить, то как бы да, без сапунов, без расширительных бачков здесь не обойтись. Если вы зальете силиконовое масло, тоже ПМС-20, то вы в правильном объеме, что важно, то никакие расширительные бачки вам не понадобятся. Дренирует оно достаточно медленно. Вот, нужно только раз в месяц как бы смотреть, да, за его объемом. Поэтому все вот эти вот допки, да, с избыточным вложением времени и энергии, они абсолютно бесполезны. Так, ну и однозначно надо пробежаться по поводу старых методов защиты от коррозии. Что там у нас, товарищи, только не делали. Покрывали магниты эпоксидкой. Проливали обмотки лаком. И все это как бы, ну, ни к чему хорошему не ведет. Вот. Какой-то твердый агент типа эпоксидки на магнитах, он все равно будет сошкрябываться во время того, как вы будете вставлять ротор и центровать его крышками. То есть по-любому там будут царапины и будет доступ к магнитам.
Во-вторых, вы можете нарушить очень крошечный зазор, там буквально 2 или 3 десятки между статором и ротором. После этого мотор будет с трудом вращаться. Эпоксидка или твердый лак, они могут треснуть со временем, раскрошиться, и их куски будут вращаться в моторе. Ну, в лучшем случае, как бы просто как бы будут там где-то, да, летать, возможно, зацепят за обмотки. В худшем случае могут как бы заблокировать через маленький зазор вращение мотора или затруднить его вращение. А оно вам нужно? Я думаю, нет. Лак и эпоксидка, которые проливают все обмотки. Ну, это ж как бы самый короткий путь к тому, чтобы сгорел мотор, потому что это, грубо говоря, теплоизоляция мотора от окружающей среды. То есть я, допустим, когда мотор обслуживаю, я чуть-чуть лаком покрываю обмотки только с торца, там, где они не находятся в магнитопроводе, там, где они трясутся. Но сам выход обмоток с магнитопровода, он должен быть открытым, чтобы, ну, допустим, ну, я не говорю даже масло, тот же воздух циркулировал и отводил тепло. Если вы полностью залили мотор эпоксидкой, вы можете его уже похоронить. А когда он сгорит, вы и разобрать его как бы не сможете. То есть это все намертво. Эпоксидка — это такой суперклей, который отгрызть зубами просто невозможно. Вот, поэтому при наличии масла в моторе, маслом покрывают мотор пленкой, защищает от коррозии, дренирует воду, охлаждает мотор. Какие-то дополнительные супертехнологии для того, чтобы помочь маслу, они в принципе не нужны. Я вскрывал моторы после того, как там в них масло было 3 или 4 года, обслуживал, готовил к продаже. Никаких проблем с коррозией, ржавчиной я не видел. Поэтому что-то использовать дополнительно, в принципе, не только бессмысленно, но и вредно. Так, ну, вроде бы все рассказал, вроде ничего не забыл, ответил на все ваши самые частые вопросы. Если есть новые, питайте в комментах. С вас за мой труд подписка на канал, лайк. Прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. С вами сегодня, как всегда, был Андрюха. До встречи в новых видосах. Пока-пока.